Привет, друзья! Добро пожаловать на канал, где мы разбираем самые сложные и захватывающие вопросы о будущем нашей планеты. Сегодня мы затронем тему, которая звучит как сценарий фантастического фильма, но на самом деле основана на реальных научных данных. Возможное наступление нового ледникового периода и угроза коллапса одной из ключевых систем, регулирующих климат Земли – Атлантической меридиональной циркуляции, или АМОК. Мы разберем, что это значит, почему это происходит, как человечество влияет на эти процессы и что нас ждет, если мы не изменим свой подход. Это будет глубокое погружение в тему, с малоизвестными фактами, аналитикой и размышлениями о том, как природа и человеческая деятельность переплетаются в этой истории. Поехали! Начнем с самой интригующей части – нового ледникового периода. Когда мы слышим эти слова, в голове возникают образы замерзших континентов, мамонтов, бродящих по заснеженным равнинам, и людей, отчаянно борющихся за выживание в суровом холоде. Но что такое ледниковый период на самом деле? И почему ученые говорят, что он может быть ближе, чем мы думаем? Ледниковые периоды – это не просто холодные времена. Это длительные эпохи, когда значительная часть Земли покрывается ледниками, а средняя температура планеты падает. Они происходят циклически, и их ритм задают так называемые циклы Миланковича. Это астрономические изменения в орбите Земли, которые влияют на количество солнечного света, достигающего нашей планеты. Давайте разберем, как это работает, потому что это ключ к пониманию всей истории. Циклы Миланковича состоят из 3 компонентов – эксцентриситет орбиты, наклон оси Земли и прецессия. Эксцентриситет – это форма орбиты Земли, которая меняется от почти круговой до более вытянутой примерно каждые 100 тысяч лет. Наклон оси, или угол, под которым Земля клонится относительно своей орбиты, колеблется между 22,1 и 24,5 градуса с периодом около 41 тысячи лет. А прецессия – это своего рода качание земной оси, похожее на движение волчка, с циклом около 26 тысяч лет. Эти 3 фактора вместе определяют, как распределяется солнечная энергия по поверхности планеты и, соответственно, какие климатические условия преобладают. Интересно, что ученые недавно сделали важное открытие. Начало ледниковых периодов связано в первую очередь с наклоном оси. Когда наклон уменьшается, полярные регионы получают меньше солнечного света, что приводит к накоплению льда. А вот окончание ледниковых периодов требует совпадения нескольких факторов – определенного наклона оси и правильной фазы прецессии, чтобы полярные льды начали таять. Это открытие, опубликованное в журнале Nature в 2023 году, заставило климатологов пересмотреть свои модели. Они теперь считают, что следующий ледниковый период может начаться не через десятки тысяч лет, как считалось раньше, а гораздо раньше, возможно, в ближайшие несколько тысяч лет. Но вот парадокс. Мы живем в эпоху глобального потепления. Температура растет, ледники тают, уровень моря повышается. Как же тогда может наступить ледниковый период? Ответ кроется в сложной природе климата Земли. Глобальное потепление, вызванное человеческими выбросами парниковых газов, это краткосрочный по геологическим меркам процесс. Но он может запустить цепную реакцию, которая, как ни странно, ускорит переход к похолоданию. И здесь мы переходим к следующей ключевой теме нашего видео – Атлантической меридиональной циркуляции, или АМОКи. АМОК – это, по сути, конвейер океанических течений, который переносит теплую воду из тропиков к северным широтам и холодную воду обратно. Вы наверняка слышали о Гольфстриме. Это часть АМОК. Благодаря этому течению Европа, например, имеет гораздо более мягкий климат, чем можно было бы ожидать на ее широте. Лондон находится на той же широте, что и канадский Лабрадор, но в Лондоне зимой редко бывает ниже 0, а в Лабрадоре – суровые морозы. Это заслуга АМОК, которая приносит тепло в Северную Атлантику. Но вот проблема – АМОК ослабевает. И это не просто гипотеза, это факт, подтвержденный измерениями. С 1950-х годов ученые фиксируют снижение силы течений, а в последние десятилетия этот процесс ускорился. Причина – таяние ледников, особенно в Гренландии, и увеличение количества пресной воды в Северной Атлантике. Пресная вода легче соленой, и она нарушает процесс погружения холодной соленой воды в глубину,
который является двигателем АМОК. Если этот двигатель заглохнет, последствия будут катастрофическими. Давайте разберем, что произойдет, если АМОК действительно рухнет. Во-первых, Европа столкнется с резким похолоданием. Исследования, опубликованные в Climate Dynamics в 2024 году, показывают, что температура в таких городах, как Лондон или Осло, может упасть на 10-18 градусов по Фаренгейту, то есть на 5-10 градусов по Цельсию в течение нескольких десятилетий. Это не просто похолодает, это будет климатический шок. Зимы станут суровее. Сельское хозяйство в Северной Европе может рухнуть, а энергетические системы окажутся под огромным давлением. Но Европа не единственный регион, который пострадает. АМОК влияет на глобальные климатические паттерны. Если она остановится, муссоны в Африке и Азии сместятся или ослабнут, что приведет к засухам в регионах, где живут миллиарды людей. Например, в Индии, где сельское хозяйство зависит от муссонных дождей, это может вызвать продовольственный кризис. В Южной Америке коллапс АМОК может ускорить вымирание тропических лесов Амазонки, которые уже находятся на грани из-за вырубки и пожаров. А на восточном побережье США уровень моря поднимется быстрее, чем в других регионах, из-за изменения океанических течений, а ураганы станут более мощными и частыми. Самое тревожное – это вероятность такого сценария. Исследование, опубликованное в Nature Communications в 2023 году, оценивает вероятность коллапса АМОК до 2100 года в 95%, если выбросы парниковых газов не будут радикально сокращены. Это не просто может случиться, это почти неизбежно при текущем уровне загрязнения. И вот мы подходим к человеческому фактору. Мы привыкли думать, что глобальное потепление – это исключительно повышение температуры, таяние льдов и экстремальная погода. Но реальность сложнее. Наши выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, не просто нагревают планету, они нарушают хрупкое равновесие климатической системы. Ускоряя таяние ледников, мы вливаем огромное количество пресной воды в океаны, что подрывает АМОК. Увеличивая концентрацию СО2, мы усиливаем парниковый эффект, который может временно отсрочить наступление ледникового периода, но в долгосрочной перспективе дестабилизирует климат настолько, что переход к похолоданию может быть резким и неожиданным. Интересно, что ученые до сих пор спорят о том, как именно парниковые газы повлияют на циклы Миланковича. Некоторые модели предполагают, что глобальное потепление может сбить естественный ритм ледниковых периодов, задержав их наступление на десятки тысяч лет. Другие, наоборот, предупреждают, что дестабилизация океанических течений, таких как АМОК, может стать триггером для резкого похолодания, особенно в северном полушарии. Это как если бы мы играли в русскую рулетку с климатом. Мы не знаем точно, какой сценарий сработает, но каждый из них несет огромные риски. Мало кто знает, но в истории Земли уже были случаи, когда человеческая деятельность, возможно, влияла на климатические изменения. Например, есть гипотеза, что около 8000 лет назад развитие сельского хозяйства и вырубка лесов в Евразии привели к увеличению выбросов метана, что замедлило естественное похолодание, которое должно было начаться. Это так называемая гипотеза раннего антропоцена. Если это правда, то человечество уже давно вмешивается в климатические процессы, но сейчас масштабы этого вмешательства достигли беспрецедентного уровня. Так что же нас ждет? Новый ледниковый период? Коллапс АМОК или, может быть, и то, и другое? Ответ зависит от того, как мы будем действовать в ближайшие десятилетия. Сокращение выбросов парниковых газов – это не просто вопрос спасения коралловых рифов или защиты от жары. Это вопрос предотвращения климатического хаоса, который может сделать жизнь на Земле невыносимой для миллиардов людей. Переход к возобновляемой энергии, развитие углеродно-нейтральных технологий, защита лесов – все это не абстрактные идеи, а конкретные шаги, которые могут замедлить таяние ледников и дать АМОК шанс восстановиться. Но даже если мы начнем действовать прямо сейчас, некоторые изменения уже необратимы. Например, Гренландия потеряла за последние 20 лет около 5000 миллиардов тонн льда, и этот процесс не остановится мгновенно. Это значит, что нам нужно готовиться к последствиям, укреплять инфраструктуру, адаптировать сельское хозяйство, разрабатывать планы на случай экстремальных климатических сценариев. Подводя итог, мы стоим на перекрестке.
С одной стороны, природа сама по себе готовит нам новый ледниковый период, который может наступить раньше, чем мы ожидали. С другой стороны, наша собственная деятельность ускоряет коллапс систем, таких как АМОК, которые держат климат в равновесии. Это не просто научные гипотезы, это реальные угрозы, которые затрагивают каждого из нас. И самое пугающее, мы не знаем, как именно эти процессы будут взаимодействовать. Может ли глобальное потепление спровоцировать резкое похолодание? Ответы на эти вопросы пока не полные, но одно ясно. Человечество играет с огнем, и ставка – будущее нашей цивилизации. Что вы думаете об этом? Верите ли вы, что мы сможем избежать климатической катастрофы, или считаете, что худшее неизбежно? Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями. И если вам понравилось это глубокое погружение в тему, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мы будем продолжать разбирать самые важные и захватывающие вопросы о нашем мире. До встречи в следующем видео.